Друзья мои, всем привет, с вами компания PandaWay. Сегодня мы едем на обзор Zeekr 7X. Почитав описание, я понял, что там что-то невообразимое за те деньги, которые хочет производитель. Одним из конкурентов Zeekr является автомобиль XPeng G6, владельцем которого вот уже год являюсь я. Ну и, собственно, на котором мы сейчас передвигаемся. G6 шикарный автомобиль, в него я влюблен, особенно после того, как они добавили сюда функцию английского языка, и он стал понимать английскую речь, в общем, все команды исполняются. Короче, моя любовь, но, друзья мои, возможно, сегодня мое сердце перейдет к другому. Об этом вы узнаете в конце ролика. А сейчас Zeekr 7X. Zeekr 7X – это среднеразмерный кроссовер на 800-вольтовой платформе SIA. Есть комплектации с задним приводом и есть полноприводные. Если кто-то не знает, Zeekr – это подразделение компании Lynk & Co, выпускающее только электромобили. Но по факту это суббренд автоконцерна Geely. Антон, ты можешь нам выдать статистику продаж моделей Zeekr за этот год? Да, смотри, с января по август этого года Zeekr продал 121 540 машин. 121 540? Да. А что касается 7X, есть какие-то цифры, сколько предзаказов было принято? Да, слушай, это лидер по предзаказам. 60 тысяч автомобилей. 60 тысяч, ребят. 60 тысяч на момент продажи. Я помню, что у Xiaomi было 40 тысяч, да, если не ошибаюсь? Да, все так. И мы тогда еще тоже поражались. 40 тысяч это был лидером. Ну, действительно, он как бы Xiaomi выстрелил на рынке китайском очень сильно. Здесь же 60 тысяч. Друзья мои, Zeekr прям не детски взялся за войну, за битву вот в автопроме. Я еще хочу, знаешь, что подметить? В тот же Xiaomi они срок выдачи машины там до полугода растянули, да, и больше. Да. Что сделал Zeekr? Они уже изготовили несколько автомобилей, и в приложении ты можешь выбрать быструю выдачу и получение. То есть у тебя конкретно есть цветовая гамма, которую ты можешь получить быстро. Да, есть индивидуальный заказ, там дольше. Но вот так они обещают 2-4 недели. Представляешь, вот это чудо сейчас за 2-4 недели выдавать. И вот интересно, в чем же секрет Zeekr 7X? Давайте разбираться. Длина автомобиля 4,82, ширина 1,93 м, высота 1,66 м, колесная база 2,93. Премиальная подвеска, спереди двойные поперечные рычаги, сзади многорычажка. Полный же привод оснащен пневмоподвеской с регулируемым клиренсом от 18 до 23 сантиметров. Версия без пневмоподвески имеет клиренс заявленный 20 сантиметров, который мы сейчас хотим проверить. Днище ровное, полностью закрытая, очень хорошо, никаких выпирающих частей нету. И минимальный клиренс, который я нашел, это 22 сантиметра, 20.2. Диски вентилируемые как спереди, так и сзади, но спереди они еще и с перфорацией. Суппорта за доплату можно получить 4-поршневые спереди, но сейчас в виде акции они идут за бесплатно. Колеса. Изначально базовая комплектация имеет 19-дюймовые колеса, но сейчас опять же в виде акции 20 дюйм у вас идет за бесплатно. И, кстати, есть разные вариации дисков, огромное количество. Они есть как бесплатные, так и платные. И сейчас также в виде акции на многие из них идут очень большие скидки. Какие конкретно вот сейчас на экране вы видите. Какие диски, сколько стоят и сколько они будут стоить после акции. Самая дешевая комплектация стоит 229 900 юаней. Задний привод, 310 киловатт мотор, 440 ньютон-метров крутящего момента. Разгон до сотни 5,8 секунд. Батарея литий-железофосфатная, 75 киловатт-часов и запас хода 605 километров по циклу CLTC. В среднюю комплектацию установили уже тройную литиевую батарею на 100 киловатт-часов с запасом хода 780 километров по тому же циклу CLTC. Мотор установлен такой же, 310 киловатт сзади. А вот заявленное ускорение на 0,1 секунду быстрее. Стоит такая модель 249 900 юаней в Китае.
А вот что интересно, полноприводная стоит всего на 20 тысяч юаней дороже. В дополнение вы получаете мотор спереди на 156 киловатт и 270 ньютон-метров крутящего момента. Батарея та же, тройная литиевая, на 100 киловатт-часов. Ускорение 3,8 секунды до сотни. Запас хода 705 километров по циклу CLTC. Zeekr 7X уже в базе имеет богатое оснащение. Есть лидар и полный комплекс электронных ассистентов водителя. Трехзонный климат-контроль, передние кресла с вентиляцией и массажерами, подогрев всех кресел, 21 динамик, общая мощность аудиосистемы 2160 Вт. Панорамная стеклянная крыша, большое количество ящиков и ниш для хранения мелких предметов. Антон уже залез в машину и балуется светом. Вот такая вот LED-полоса, которую вы можете докупить отдельно за 8000 юаней. Если вы не докупите ее, то будет просто обычные у вас здесь LED-лампочки без вот этой умной полосы. Нужна ли она вам? Ну, не знаю, я бы не брал, наверное. Так, стандартный LED-свет, здесь ничего особенного нету. И спереди у нас есть вот такая решетка охлаждения, которая автоматически открывается и закрывается при начале и при окончании движения. Ну и также она открывается и закрывается в зависимости от температуры. Даже в базе автомобиля присутствует огромное количество помощников, такие как камера 360 градусов и даже лидар есть в базовой версии. Электродвери. Но электродвери за доплату идут во всех комплектациях. 16 тысяч юаней. Не только спереди, но и сзади. Все 4 двери электрические. И вот тут возникает вопрос, кому в этом случае нужна средняя комплектация? Заднеприводная, дешевле которая на 20 тысяч юаней, но у которой нету пневмоподвески. За пневмоподвеску придется доплатить те же самые 20 тысяч юаней. И если мы к средней комплектации добавим 20 тысяч юаней и получим пневмоподвеску, то мы получаем стоимость максимальной комплектации, полноприводной. Поэтому, наверное, правильно сказать, что есть базовая комплектация и есть максимальная комплектация. Среднюю нужно умолчать. Хотя, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, возможно, есть такие люди, которые пожертвуют полным приводом ради 80 километров по циклу CLTC запаса хода. Сомневаюсь. Ну, напишите в комментариях. Сейчас проедемся на Zeekr 7X. Мы сейчас находимся в самой бюджетной модели. Это заднеприводная версия. Здесь сиденье обычная кожа, не напа. Но даже без напы, ребят, эти сидушки, они максимально комфортны. Они с перфорацией, с вентиляцией. Я просто утонул в них. Сидушки сами по себе, они большие, длинные. У них очень удобный вот такой вот приятный, знаете, такой скос. Ляжки очень комфортно здесь расположены. Я скажу так. Есть, опять же, регулировка у нас по наклону. Даже вот получается в бюджетной, самой бюджетной комплектации есть. И плюс есть увеличение сидушки, смотрите. Смотрите, насколько она увеличилась. Она прям подходит под мои коленки. Раньше я считал, что у Лисяна самые комфортные сидушки. Сейчас я бы сказал, что Zeekr 7X поспорит с Лисяном. Так, ну и сейчас мы сделаем замер по расходу. Сбросили показатели до нуля. Проедем, посмотрим, сколько он расходует. У нас полный салон, 4 человека в салоне забито. Ну и сейчас первым делом хочется сделать замер радиуса разворота. Потому что здесь он, ребята, здесь он очень маленький. Вот даже на такой узкой дороге, мне кажется, мне хватит от этого расстояния. Я не знаю, здесь даже Антохин, красавчик, Бутуз, не развернулся бы, мне кажется. Антох, развернулся бы здесь? Развернулся. Развернулся бы, да? Но я бы зашел больше впритык, а у тебя еще полморды. Смотри, просто, ребят, посмотрите, какое расстояние. Я не знаю, у меня не G6, ну, Polar Stone, понятно, они здесь не развернутся. Красота, это красота. Ну и слушайте, давайте по эргономике. У нас дисплей здесь большой, 16-дюймовый, 3К разрешение, очень сочный, качественный. Здесь снизу все горячие клавиши есть, также есть шторка. В общем, для управления просто все комфортно, все удобно. Вот, допустим, зеркала, настройка, пожалуйста, вот она. Мне очень нравится, когда вот такое расположение. Максимально понятное, максимально комфортное. Руль, опять же, с физическими кнопками. Смотрите, они выполнены в таком очень приятном стиле.
Мне комфортно. Руль скошенный сверху, снизу. Комфортный. Проекция огромная, сочная. И она расположена на дороге у вас. То есть она не мешает обзору потока. Снизу по дороге располагается проекция. Комфортно, приятно. Ну и полный привод. Фух, динамики просто. 3,8 секунды до сотни заявленное ускорение. Ребят, пока мне все нравится, честно говоря. Кстати, руль я бы, наверное, немножечко поднастроил, чуть по-другому. Сейчас мы его перенастроим. На машинку нажимаем. Вот он, руль. Пожалуйста, я хочу чуть-чуть повыше поднять, вот так, чтобы мне была видна приборная панель. Все, отлично, поехали. Приборная панель не закрыта козырьком, но сейчас мы едем, бликов. Блики я, кстати, вижу. Я вижу блики, между прочим, от панорамной крыши. Свет через панорамную крышу проходит на приборную панель, и немного она бликует. Но из-за того, что у нас здесь разрешение высокое, сочность хорошая, цифры, в принципе, все видны. Давайте посмотрим по кренам. У нас сейчас спорт-режим. Крены есть. Есть заметные крены. Не ощущается того спорта. Обзорность хорошая. Мне нравится вот это большое, огромное ветровое стекло. Оно расположено под таким удачным углом, что я сижу здесь и, вы знаете, как будто в кинотеатре, наблюдаю вот за этим, за всем пространством. Прям очень приятно. Обзор хороший. Зеркала маленькие, они безрамочные, ну как это делает Zeekr, да, у нас. Расположение рук точно так же удобное, как сверху, так и снизу. Обратите внимание, здесь все скошено, продумано под эти мелочи. Сейчас проехали по такой неровности. Машина проглатывает неровности, но не слишком мягко. Почему? Потому что мы сейчас едем в спорт-режиме, наверное, да? Давайте-ка переключим мы в режим комфорта. И еще разок проедем по этой неровной дороге. Она мне понравилась. Вот здесь вот. Ну нет, не чувствую разницы. Такая, знаете, сбалансированная подвеска. Она не мягкая и не жесткая. Что-то такое среднее. Тебе там как, Антон, сзади? Но мне здесь как-то вот, дискомфортно, жестковато. Хотелось бы все-таки версию с пневмой. С пневмой будет по-любому лучше. Нормально, комфортно. По шумке хорошо. Так, на хорошую четверку. В этой ценовой категории на хорошую четверку. Однозначно. Я не слышу шума от арок. У меня нету. В отличие от того же BYD, который, был 7F. Здесь прям тихо. Да, соглашусь, шумоизоляция здесь не самая лучшая, но на четверочку она сойдет. Стекла здесь у нас одинарные, они не тоненькие, такие средние стекла. И, конечно же, звук все-таки отсюда идет. Плюс арки не идеально защищены от шума, поэтому шум снизу тоже идет. По педалям замечаний вообще нету, ребят. Сбалансированы они очень хорошо, настроены они очень хорошо. Как газ, так тормоз. Плавный газ, плавный тормоз. Нет вот этих резких каких-то подхватов, нету резких торможений, оттормаживаний неприятных. Я скажу, мне очень нравится. Это не спорткар, это не премиум какой-то сегмент, но за свои деньги класс. Вот даже по управляемости информативность хорошая. Хорошая информативность, очень маленькие зоны нулевого реагирования, но у Song L все равно лучше. Дополнительно можно установить сюда холодильник за 3000 юаней. Но, правильно сказать, не установить, наверное, а купить дополнительно холодильник сюда. Потому что вот эта часть, ребят, задняя, она съемная. То есть вот здесь вот у нас в полочке есть кнопочка, называется модуль релиз. Нажимаем на него, нажимаем на эту ручку и вытягиваем его отсюда, с этого места. То есть эту часть вы можете убрать полностью и поставить сюда точно такой же ящик, но уже с холодильником. 3000 юаней. По умолчанию даже в базе комплектации здесь на заднем ряду у вас регулируемый, причем электронно регулируемый задний ряд. Спинка наклоняется. Но спинка наклоняется не слишком сильно. А вот за 5000 юаней вы можете заменить полностью задний ряд. И, ребят, я думаю, что это того стоит.
Во-первых, вы получаете задний ряд, который наклоняется на 134 градуса. Вы получаете атаманку. Вы получаете вентиляцию и массаж сидений. Память сидений. 6-дюймовый сенсорный экран в подлокотнике. Также 220 вольт розетка и 2 Type-C разъема на 27 ватт. Я думаю, 5000 юаней вот за это я бы заплатил точно. Следующей интересной фишкой является экран для правого заднего пассажира. 13 дюймов, 2К дисплей устанавливается вот сюда. Также за 5000 вы получаете здесь столик дополнительный. Также получаете в стойку дополнительную камеру, которая будет в режиме реального времени контролировать задний ряд. Можно ее использовать как контроль за детьми. В процессе движения вы едете, и вам не придется оборачиваться назад и смотреть, что с вашим ребенком. Да? Также вы можете удаленно проконтролировать, не забыли ли вы какие-то вещи на заднем ряду. Тоже очень удобно. Все через приложение происходит. Из других интересных фишек на заднем ряду уже в базе комплектации у вас есть вот такая вот интересная часть. Шторка. Обычная шторка. Вот так вот сделали, реализовали, интересно, да? Хорошо. Если все-таки вы решите не покупать дополнительный диван на задний ряд, то тогда получаете просто обычный диван, без вентиляции, без подогрева. Подлокотник у вас будет хороший, добротный, плотный такой. Тут даже есть полочка, и есть Type-C и USB разъемы. В общем, тоже неплохо. Ну и, как я сказал, есть электрическая регулировка заднего ряда. Опускает она его на вот такое расстояние. Так, сейчас я отодвинул спинку переднюю до максимума. Обратите внимание, сколько места здесь. Огромное количество. Ну и сверху высота больше 1,5, даже 2 кулака. Мой рост 1,85 сантиметров. Если честно, я очень давно ждал, когда какой-нибудь производитель на заднем ряду сделает следующее. Мелочь, но очень приятная мелочь. Багажник, ребят. Кнопочка находится вот здесь сверху. Очень удобно. Не снизу, который заляпывается постоянно, а вот здесь вот. Электропривод даже в базовой комплектации. Ну и здесь у нас, смотрите, с виду кажется небольшим. Антон увидел такой, говорит, ну, говорит, какой-то такой средненький багажник. Но тут же, конечно, смотрите, что можно сделать. Можно сделать вот так. И вот в такой багажник будет не стыдно пригласить Антона. Антон, посмотри, пожалуйста, ну-ка зацени багажник. Ну так это другое дело, прям приятненько. Ну-ка, давай-ка залезай. Так, красота. О, как ты сел, а? Нормально. А вот интересно разложить их? Давай разложим. Так, раскладывается он Вот так вот. вот так. Так. Вот за такие мелочи, ребят, хочется сказать отдельное спасибо, потому что, ну, эта штука, она прям очень важна. Те, кто частенько раскладывают задний ряд, поймут, про что я говорю. Так, видно, Леша, что ты сюда прям целиком не ляжешь. А что насчет Не лягу, меня? да? Ой, слушай, тут даже страшно как-то ложиться, он продавливается, эта часть нижняя. Ну да, поспать мне здесь не получится. А я тебе вот так сделал, смотри. Закроется, нет? Да. Только чуть-чуть ногами упрешься, наверное, да. И 3, 2. Оп, Не? уперся, да. Ага. Ну, при желании, если прям совсем приспичило, я могу поспать. А тебе будет комфортно. А мне будет комфортно. Панорама, ребят, 1,8 метра. Огромная панорама. И что самое приятное, то что здесь уже встроена шторка. Открыться отсюда я смогу, но только ручками. Взломал крышку. В багажнике у нас розетка 12 вольт, 180 ватт. Есть огромное количество крючочков. Вот такие вот, которые можно цеплять. Разные штуки. Вот. Ну и все, есть освещение. И есть еще у нас место, куда устанавливается шторка дополнительная. Интересно, где же они сэкономили? Может быть, в корпусе? Давайте проверим. Багажник. Оцинковка 81. То есть полностью машина в круг оцинкованная, понимаете? И даже здесь они не сэкономили. Ширина автомобиля 1,93 м. Давайте замерим салон. 1,49 м спереди
и 1,42 м сзади. А теперь давайте взглянем под капот. Мне интересно, что же там. Но привычного рычажка здесь нету. Все через экран. Одним нажатием открывается 2 раза, не надо тыкать. Вот так вот. Смотрите, багажник на 62 литра. Смотрите, ну прям очень хорошо, а? Положить сюда можно не только зарядочку, но и какой-то маленький чемоданчик детский. Я сюда, конечно, не влезу, но я просто сейчас только осознал, что же какой-то огромный конкурент Denzi N7. Ну подожди, N7 это все-таки тоже опять же туда вот к этому, к Зикру туда ближе. А это все-таки SUV. Да, ладно, а Аватар 7? Аватар 7. Вот Аватар, да, наверное. Ага. Ну, то есть Аватар 7 уже доступен для того, чтобы ты пришел в нем посидел. Покататься еще нет. Смотри, пылезащита по Прям кругу, вообще хорошо. газовые упоры, теплошумоизоляция. Ну, вообще прекрасно. Разъемы медленной и быстрой зарядки находятся с левой стороны, сзади. Открывается вот так вот приятно. Электронный привод. И у нас, значит, 2 разъемчика. Медленная, однофазная и Fast Charge. Быстрой зарядкой автомобиль заряжается в базовой комплектации с батарейкой на 75 кВт-часов с 10 до 80% за 10 минут. Ребят, с 10 до 80% за 10 минут. А максимальная комплектация с батарейкой на 100 кВт-часов с 10 до 80% за 15 минут. Ну что, моя очередь прокатиться. Первое, что могу сказать, очень классно, что они вынесли горячую клавишу по смену режимов на приборную панель. Это здорово. Посадка. Я полностью с Лешей согласен. Комфортно. Вот, как сразу сел, сразу комфортно. Даже вот регулировать ничего не хочется. Руль замечательного хвата. Такой со скошенными углами. Все здорово. И да, по зеркалам я согласен с Алексеем. Здесь они очень маленькие. Зато обзорность вот так это прям шикарная. Давайте выставим режим максимальной рекуперации. И скинем, значит, с 60. Посмотрим, что будет. Так, 60 отпускаю. Ну, оттормаживание плавное, хорошее, но в ноль она не встанет, потому что здесь режим One Pedal отсутствует. По рулю, по режимам тоже спорт включаем. Сразу чувствуется, острота увеличилась. Отклик лучше. И в эко, собственно, уже руль помягче. Я думаю, большинству понравится нормал. Включаем режим спорт. Ускорение 0-100 на заднем приводе. По ощущениям, ускорение достойное, с полно загруженным салоном. Больше, чем за глаза, на самом деле. Если вы где-то живете в южных регионах, то полный привод, конечно, это уже перебор. По педалям газ и тормоз с Алексеем полностью согласен. Информативность и вот прям, понимание, как это все работает, сразу же интуитивно, адекватно. Стекла установлены здесь не двойные. Как мы сейчас заметили на тест-драйве, шумоизоляция не очень хорошая, но, тем не менее, стекла толстые, обратите внимание. Есть отдельные у нас дефлекторы на стекла, чтобы они не запотевали. И есть интересная вот такая полочка под очки. Вот такой подочечник. Приятные мелочи. Посадка максимально комфортная. Огромное количество у нас есть регулировок. Есть даже регулировка по вылету сидушки, обратите внимание. Сидушка широкая, здесь ничего не жмет совершенно, утопаешь в нее. В базе у вас обычная кожа. За 8000 юаней можно установить сюда напу. Частичная отделка будет. Массаж, вентиляция, подогрев. Все это присутствует. Для моих длинных ног здесь тесновато. Вот это самое дальнее положение, обратите внимание. Я сдвинул до максимума сидушку. Самое нижнее положение, обратите внимание, какой у меня угол. Что правое, что левое. Колено у меня согнуто. Вот. То есть здесь, конечно же, мне бы хотелось чуть-чуть немножечко сдвинуться назад. И сзади место, кстати, есть. Предостаточно его. Поэтому можно было это сделать. В общем, вот такое вот есть небольшое замечание. С правой стороны тоже рука здесь комфортно лежит. Широкая часть у нас, центральный тоннель. 2 беспроводные зарядки. Есть вот такая вот полочка, скрывающаяся. Приятно.
Обивка, знаете, такая вот матерчатая, она выполнена в форме, наверное, как алькантара, можно сказать. Но нет, это обычный кожзам. Два подстаканника. Подстаканники убираются, прячутся. Можно кнопочкой их доставать, вытаскивать. Вот эти вот упоры, все подпоры появляются. Также снизу полочка, два Type-C разъема. И дальше есть подлокотное пространство, которое открывается в обе стороны. Так, ну и, ребят, самое приятное это вот здесь. 16 дюймов, 3К дисплей, сочный, яркий дисплей. Здесь же у нас отображение быстрое, четкое. Snapdragon процессор здесь. Физические кнопки большое количество. Вот это вот мне все максимально нравится. И правая кнопочка вот здесь вот. Эта кнопочка открывает бардачок. Но причем открывает она его с паролем, ребят. Подобрал пароль 4.0. Вот, смотрите, как интересно. То есть можно здесь прятать какие-то вещи от жены, да? Слушай, ну это классно, это получается не то чтобы от жены, а вот не закрыл ты машину случайно, что-то произошло, да? А там хранятся документы важные. Раз и не вскроешь без пароля-то. Да. А Он маленький, небольшой. Здесь, в принципе, место вот под документы, под конверт. Кстати, сам закроется или нет? Не закрывается. Знаешь, что мне еще в этой машине нравится? Что здесь полноценное кресло, так же, как и у водителя, со всеми регулировками. Частенько пассажиров обделяют, да, в этом плане. Так. Слушай, ну, приятно. Ну и да, вот здесь вот тоже мелочи такие, да, которые Мелочи. обнаружили. Лампа, люстра, ребят, смотрите. Она регулируется по яркому. Еще теплый холодный Да. свет. Вау, ничего себе. Смотрите, теплый холодный свет. Регулировка яркости. До этого момента это получается первый эконом-вариант автомобиля, который такое предлагает. Я, если честно, не знаю, кто еще такое предлагает. Если вы знаете, напишите, пожалуйста. Вдруг я пропустил где-то. Ну, фича классная. Я люблю мелочи в машине. Да. Из мелочей все строится впечатление в Да. автомобиле. Стоит отметить, что 5G модуль стоит. Да. Немаловажно. Ну и в целом, все, что зикровское, работает моментально, быстро и четко. Snapdragon, да. Тут ни разу еще в зикре Процессор ничего мощный. не лагало. Угу. 001 обновленный. Угу. И семерка X сейчас проблема с переводами. То есть нужно будет подождать явно там, месяц-полтора-два. Это как минимум. Ну, я думаю, как раз к тому моменту, пока 7X едет в Россию, на 001 обновленном все решат, и уже сюда будет проще это все заносить. Знаешь, мне нравится руль. Смотри, как он красиво выполнен. То есть вот эти вот металлические вставочки, вот эти выемки под ладошки. Вот даже сами кнопки, они выполнены... Вот, пластик, да? Но пластик такой премиального качества. Посмотри, обрати внимание. Влюбился. Да нет. Что нет? Не, подожди, сейчас будет конец ролика, ребят, я вам скажу. Я вам все выдам. Подождите. Сейчас дайте мне немножечко, порадоваться, а потом я... А есть и минусы? Не знаю, я что-нибудь найду, накопаю. Я вот пока не нашел. Я скажу в конце. Можно? А, у тебя есть, да, заначка? Да. Отлично. Нет, друзья, честно, конечно, за эти деньги, я не знаю, какая еще машина может быть. Семерка сразу умирает, это понятно. Семерка умерла. А с учетом того, что ты в базе получаешь все то же самое качество, по большому счету, то есть за 229 тысяч юаней, ты получаешь очень качественный автомобиль. Один минус, я тебе сейчас скажу сразу. Давай. Другой минус потом скажу, Давай. а один сейчас скажу. Вот я сижу, смотри. Смотри, моя посадка. На мои ноги посмотри. Это некомфортно. Я не смогу ездить на большие давай я расстояния попробую. так. Нет, тебе понятно, как Не, а вдруг некомфортно. даже я не влезу? Ты влезешь, нормально у тебя будет все, я уверен. Ну да, хотя на тест-драйве я сидел, мне было хорошо. Мне вот, то есть все. Все остальное потом, в конце ролика. Интригант. Так, Антон, мне интересно твое мнение. Я в шоке от того, что придумала Zeekr. Как они ведут эту войну. То есть компания Geely, явно вышла на тропу войны. Они сейчас уничтожают SU7 Xiaomi. И, наверное, это, знаешь, такой предварительный, так сказать, удар на опережение к SU7X, который будет у них паркетник. А мне кажется, это удар Tesla Model Y.
которую сейчас покупают просто большими количествами. Да. Model Y начинается от 225 тысяч юаней Да, в Китае. Это да. прям самая-самая база, самая нищая такая вообще, прям вообще пустая, да? Максималка у них там 315 вроде или что-то такое, там, да, там 300, выше 300 тысяч юаней. Да, вот просто сесть сюда, посмотреть, что есть тут и что есть в Тесле, и тут сразу Я всё знаю просто хомячков, которые садятся в Теслу и говорят: нет, хватает. Сейчас тебе за хомячков там the написали. best автомобиль. Привет, Пандовый Раша. Мы сделаем отдельный обзор на Теслу, потому что мы сейчас дождемся новой модели, она выйдет, да, скоро? Да. Будет обновленная. И мы возьмем Теслу, мы проедем на ней, покатаемся. Прям я хочу взять Теслу несколько дней. Я хочу прям на ней поездить, чтобы прям вот попытаться вкусить вот этот вот сок, от которого прям тащатся многие. Фишка интересная. Смотрите, здесь, в этой машине, если вы вдруг провалились в какое-то там, не знаю, озеро, да, здесь есть кнопочка, вот здесь вот снизу, под дверью. Есть кнопочка, или там рычажок даже, за который вы тянете, и у вас разбивается стекло. Представляете? 30 минут автомобиль может держаться на плаву без проблем. 30 минут. То есть даже, в принципе, разбивать-то, наверное, не стоит. Сразу же подожди, там придут, тебя подцепят, вытащат. Ладно, в общем, что бы взял бы, нет? Да. Взял бы, Да. Взял. То есть совет, рекомендация, покупка, все нормально. Да, абсолютно, да. Ну, я думаю, и так всем все очевидно, все понятно, что брать. Сейчас в данный момент из SUV в эту стоимость, ну, не так много конкурентов. Я бы точно выделил Xpeng G6. Однозначно, с учетом еще, если брать на вторичном рынке, то там еще дешевле. Официально он, в принципе, стоит дешевле, и он того стоит абсолютно тех денег. Дальше у нас... Мне кажется, что это прям вот какая-то модель, которую незаслуженно обошли вниманием. Вообще, G6, вот, по крайней мере, в России незаслуженно обошли вниманием. Что, Song L BYD-шный Тоже обошли вниманием. обошли вниманием. Несмотря на то, что мы вам его советовали, честно, от души. От души. От Прям. души, Ну, да, как бы у нас нет никаких рекламных там интеграций. абсолютно. А что дальше? компаниями. Что дальше из SUV? С полноприводных в этот бюджет до 300. Ничего. Ну, подожди, есть еще у нас, знаешь, кто? Подожди, Smart. Ну, Smart нет. Smart 5 сейчас вышел. Вот, Smart 5 сейчас выходит, да. Но, в общем, не так много автомобилей в этом ценовом диапазоне. Активируем автопилот и посмотрим его работу. Оп, все, полосу поймал. Сразу же двойным нажатием вниз. Даже на повороте. Даже на повороте. Даже, да, мы входили в поворот, и в это время он сразу же все подключил, поймал. Скорость 50. Держит уверенно. Что могу сказать? Сейчас будет сложный перекресток. Посмотрим, как там будет. Он скидывает. Он видит машины выезжающие. Он скидывает. Он увидел. Отсигнализировал. Так. Ага. Грузовик нам все масло портит. Хорошо. Прям замечательно, что портит. В общем, без проблем. Контролирует ситуацию, видит выезжающие сбоку автомобили на перекрестке, сбрасывает скорость. То есть удержание в полосе с элементами автопилотирования здесь четкое. Ну и давайте проверим, если я включу сигнал поворота, перестроится ли автомобиль. Да, сразу же, моментально, без каких-то затупов. Мне, честно, этот автомобиль больше нравится, чем 001. Да, потому что он более утилитарный и по цене. Сложно сейчас представить, кто будет выбирать 001, Леш. Люди, любящие седаны? Любители седана, да. И, наверное, более спортивной езды, потому что 001 тебе даст более спортивную езду, правильно? По моим ощущениям, у 001 меньше крены. Все-таки автомобиль расположен ниже, центр тяжести, наверное, ниже. И а здесь же едешь и ощущаешь себя в полноценном SUV. Если там это ближе что-то такое к низкому, к седанам, да, то здесь это SUV. Поэтому я думаю, что найдутся любители как 001, так и 7X. А вот что касается 007, тут, увы и ах, мне кажется, что этот автомобиль умер с выходом 7X. Они используют ту же самую платформу, что и у 007. Они не используют здесь платформу от 001. Это важно понимать. Ну и, собственно, да, кто купит 007, зачем? Потому что сейчас есть конкретно 7X и есть 001. Вот два автомобиля
останется у компании. Есть еще X, но он какой-то такой, в России он совершенно не зашел, а в Китае у него, опять же, не самые высокие продажи у X. Ну, выше, чем у 007. Так, ребят, сейчас будет максимально сложная ситуация. Смотрите, парковочное место, но оно зажато вот этими впереди стоящими машинами. То есть здесь нужно будет ему прям очень сильно постараться, чтобы самостоятельно припарковаться. Смотрим функцию автопарковки. В общем, не справилась машина. Там не захотела парковаться. В общем, выбрали для нее вот здесь место. Посмотрим. Давай сюда, давай. Смотрим, сколько приемов потребуется. Все, да, заехала. В общем, один заход. Не так сложно здесь, конечно, широкое место, но тем не менее. Она прикольная, она когда финишировала, такая та-да! Обрадовалась. Так, итого, ребят, проехали мы 58 минут, 19,4 киловатт-часов на сотню расход составил. Ну, для заднеприводной модели многовато, конечно. Друзья, ну и теперь, как обещал, скажу вам, поменял бы я свою G6 на Zeekr 7X. Вы знаете, когда я пересаживаюсь с Polar Stone на G6, я получаю некий кайф от вождения. Это быстрое, резкое вождение в потоке, когда ты ощущаешь очень хорошо машину, когда информативность руля, крены и все прочее доставляют тебе удовольствие от вождения. Здесь же этого я не почувствовал. Это SUV с долей валкости, да, как бы с не совсем информативным рулем. Приятное вождение, но не настолько оно приятное, как у меня в G6. В общем, менять я ничего не буду, оставляю себе свою красотку, но Zeekr 7X это очень достойный автомобиль. За свои деньги шикарнейший автомобиль, я скажу так. Мне он очень понравился. В общем, друзья мои, как мы вам сказали, мы ездили на базовой комплектации без пневмы. В будущем мы возьмем обязательно на тест-драйв автомобиль с пневмоподвеской в максимальной комплектации. На несколько дней поездим и сделаем полный тест-драйв. Поэтому подписывайтесь на канал. С вами PandaWay из Китая. Будьте с нами, и у вас все будет хорошо. Но сейчас в виде акции они идут за бесплатно. За бесплатно. Ребят, счастье кроется в мелочах.